Друзья, привет! Сегодня еще одно видео по пчеловодству. Меня в комментариях просили снять подробнее про выведение иссушающей пчелы. Почему эта пчела так важна на игровых серверах? Дело в том, что с помощью этой пчелы из Magic Bees можно получать звезды ада. Вот звезды ада, соответственно, мы можем получать из черепов иссушающих скелетов, либо в молекулярном преобразователе, либо с помощью такого вот крафта, если он допустим на сервере. Значит, от черепа иссушающего, естественно, мы можем как бы выбивать там, например, с моба-фермы, либо там просто ходить по нижнему миру и, соответственно, убивать этих скелетов иссушающих, либо получать их из иссушающих пчел. Значит, выведение собственной иссушающей матки я сейчас попробую подробно описать. Если что, как бы в предыдущих видео я рассказывал о том, как выводить новые виды пчел, показывал, соответственно, там делал пару примеров. Смотрите предыдущие серии, я могу ссылки оставить в описании. Но конкретно этом видео я вам покажу подробно, как вывести иссушающую, поскольку об этом был у меня запрос в комментариях. Так, значит, чтобы нам вывести иссушающую, нам для начала потребуется вывести обычную пчелу. Для того, чтобы вывести обычную, вам потребуется луговая, например, и лесная. Вообще, для выведения обычной можно использовать любых пчел из дефолтового форестри. То есть там может быть луговая, там лесная, тропическая, болотная, суровая, зимняя. То есть любое скрещивание таких вот двух видов вам будет давать обычную пчелу. Давайте попробуем ее вывести. Вот у меня луговая и лесная. Я кладу сюда. Здесь у меня в пасеке уже лежит две метаболические рамки, которые увеличивают шанс для выведения нового вида. И одна забвенная рамка, которая позволяет мгновенно убивать пчел. На самом деле, я вам рекомендую, если у вас есть Magic Bees, для ускорения выведения новых видов использовать 3 метаболические рамки. Тогда шанс очень серьезно возрастает. Но поскольку я хочу это сделать быстро, я все-таки вместо одной метаболической положил забвенную. Так, давайте положим и посмотрим, что у нас сейчас произойдет. Вот я беру луговую, соответственно, и лесную. Скрещиваю их. Подождем немного, чтобы срок жизни у нас все равно сокращен за счет забвенной рамки. Но какое-то время надо подождать. Обязательно убеждаемся в том, что пчела у нас находится в нужном биоме. Да? То есть это у нас вот обычный, соответственно, тот. Условия все подходят. Плюс есть пища. Да? Это одуванчик. Вот. Через какое-то время, соответственно, пчелка у нас даст потомство. Погибает и дает потомство. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот, пожалуйста, у нас в пассивном гене уже появилась обычная пчела. Давайте этих трутников. Здесь вот тоже обычная появилась. Это вот лесная с луговой. Нам, скорее всего, вот этот трутень не интересен. Его можно будет выбросить. Ну, а дальше, соответственно, мы берем вот этих вот пчел, снова их скрещиваем. И так вот раз-раз постепенно выводим чистую какую-нибудь обычную пчелу, например. Можно еще гены какими-то передать и так далее. Вот. Опять же, если вы будете использовать, например, 3 метаболические рамки, то шанс выведения такого чистой обычной очень высок. То есть у вас, скорее всего, просто получится чистая обычная пчела. Если у вас не установлен, например, мод Magic Bees, вы, в принципе, можете без этих рамок обойтись, просто вам немного придется подольше подождать. А чтобы в целом ускорить процесс, как я уже в предыдущих видео говорил, можно несколько пасек поставить, например, там штук 10, да, чтобы уж наверняка. Таких же, там, например, лесных с луговыми скрестить, и у вас просто все это, весь процесс ускорится, соответственно, в 10 раз. Вот, пожалуйста, здесь мы, соответственно, получаем таким вот способом обычную пчелу. Вот такую чистенькую выводим. Вот в итоге такая вот обычная у нас получается. А дальше, соответственно, мы можем обычную скрестить с любой, опять же, вот такой вот дефолтовой пчелой, там, которую мы можем в ульях найти, то есть луговая, там лесная, зимняя и так далее. Вот, если мы их скрестим, давайте посмотрим, что у нас получится. Обычную и какой-нибудь другой трутень. Сейчас подождем тоже.
Не забываем обязательно проверять, чтобы для пчелы все необходимые условия были созданы. Но если что-то будет не так, пчела нам обязательно подсветит, чего ей не хватает. То есть еда может быть не та, да, в радиусе доступном нет. Может быть еще... О, и вот мы сразу посмотрите, какие красивые трутни у нас получились. То есть мы из обычной плюс луговой получаем развитого трутня. Причем мы прям два красивых таких хороших трутня получили. Вот, соответственно, из обычного и какой-нибудь другой пчелки, типа лесной, там луговой и так далее. Вот я получаю развитого. Все, значит, развитого я получил. Дальше еще нам потребуется для выведения сушающей уже магическая ветка, то есть из Magic Bees. Вам нужно будет найти такую вот необычную, например, улей, или еще какой-нибудь типа мистического. Ну, то есть какие-то магические пчелы, которые также в улье находятся в мире. Вот, допустим, есть у меня необычные, то есть разрушаю, там получаю эту пчелку, вот, необычную, и могу скрестить ее, опять же, с развитой. Развитую мы здесь уже вывели, например, да. Скрещиваем. Так, здесь я забыл еще рамки, давайте добавлю. Так, рамка. Мне потребуется еще одна метаболическая, еще одна изобивенная, чтобы быстрее. Так, здесь мы скрещиваем теперь необычную с развитой и посмотрим, что у нас получится. Необычная требует просто обычно такой стандартный биом с влажностью стандартной и с стандартной температурой. О, так, что-то мы получили, давайте проверять. Вышло ли что-нибудь у нас интересное. Здесь пока необычное. Здесь тоже необычное. Но опять же, есть некий шанс, да. Так, давайте еще раз попробуем. Так, нам нужно развитый с необычным. Так, возможно, я здесь одно условие не учел. Сейчас проверю. Для древней. Я хотел получить древнюю. Так, это, наверное, мне придется здесь посмотреть. Крафт. Это вот эта ветка. Вот мне нужна была древняя. Так, а древняя? Нет, просто с некоторым шансом получается, вот, соответственно, волшебная, приученная, здесь можно использовать, необычная, мистическая. С шансом 12%, при скрещивании с развитой у нас получается древняя пчела. Давайте еще раз попробуем. Так, что-то получилось у нас, да? О, пожалуйста, вот у нас и древняя появилась уже. Вот тоже древняя вылезла. И вот еще древняя. Ну и все, пожалуйста, опять же вот так вот перемешиваем этих трутней. И в конечном итоге получаем там чистую древнюю. А в предыдущих гайдах я уже про это говорил. Еще раз напоминаю, что чтобы ускорить вообще процесс селекции, настоятельно рекомендую пчел делать ночными, устойчивым к дождю, то есть устойчивыми летунами. Это давайте напомню про этот гейн еще раз, который отвечает за это. Вот устойчивый летун. Ну, пещерно не обязательно, это просто чтобы в подземелье. Да? Вот устойчивый летун желательно сразу делать, ночной трутень, чтобы ночью тоже работал, давал потомство. И желательно плодовитость делать 4. Тогда у вас будет больше трутней, и процесс выведения будет во много раз быстрее. Все, получаем древнюю, соответственно, развитую тоже получили, и дальше нам потребуется уже уйти в нижний мир. Вся остальная селекция пчел у нас будет происходить уже в нижнем мире. Опять же, здесь есть магическая ветка, а есть уже такая вот. Здесь уже тоже, по сути, магические пчелы, но часть, соответственно, из этого. Так, для начала нам потребуется зловещая пчела. Для этого я буду скрещивать развитый трутень и скромную принцессу. Ну, скромная принцесса, опять же, выбивается из обычного улья, в пустыне его можно найти. Развитый я показывал, как вывести. Все, давайте попробуем скрестить. Кроме того, не забываем, что для скромной пчелы нам нужна, соответственно, давайте покажу, что она ест у нас. Она ест кактусы. Поэтому я располагаю здесь вот рядом кактус, чтобы пчеле было чем питаться и опылять. Вот, видим, что скромная работает в этом биоме, в нижнем спокойно. А если вы попробуете развитую, например, со скромной, здесь уже может быть проблема. Поэтому желательно все-таки скромную использовать матку, а развитую использовать трутень. Можно и в обратном направлении, для того, чтобы получить, опять же, скрещивание нужное нам. Но развитый, скорее всего, здесь не будет работать. Либо вам придется делать большой улей.
О, вот такие мы сразу прям получили красивые пчелки, зловещие. Все, скрестил, соответственно, развитого со скромной и получил такие вот зловещие пчелки. Идем дальше. Если мы скрестим зловещую с жестокой, то получим одержимую. Так, ну одержимую нам сперва надо получить, да? Значит, одержимая, это у нас будет... так. Тут, кажется, любой трутень, опять же, дефолтовый, со зловещей. Ну, я думаю, можно, например, скромно использовать, чтобы там, опять же, гены были устойчивы к вот этой температуре. Вот, соответственно, зловещую я получаю. Вот, давайте еще посмотрим, кстати, что она ест у нас, зловещая. Вот. Ну, температура у нее понятно, что она как бы в нижнем мире работает, поэтому у нее вот такая вот высокая температура. А питается она наростом нижнего мира. То есть вот адским наростом. Так, давайте скрестим. Соответственно, зловещую. Ну и какой-нибудь трутня подкинем там. То есть это опять же какие-то дефолтовые форесты. То есть либо лесная, либо скромная, либо там зимняя и так далее. Но в данном случае, мне кажется, удачнее было бы все-таки скрестить со скромным, поскольку здесь для него тоже подходящий биом. Ну я могу и лесную, в принципе, кинуть, чтобы просто посмотреть. Немного подождем. Здесь у нас сейчас будет выводиться жестокая. И параллельно, соответственно, у нас еще нам потребуется ненавистная. Это уже из магического, из древнего. То есть давайте тоже закину древнюю и адскую. Вот эта адская принцесса, она находится в адском мире. Тоже из улья выбивается. К сожалению, в НИИ нету этого улья. То есть его здесь можно найти. Он достаточно часто встречается, особенно среди кварца. Выбиваем, получаем такую пчелку, с древним смешиваем. И сейчас посмотрим тоже, что здесь получится. Так, давайте проверять, вышло ли что-нибудь у нас. О, так, зловещая, да? А мы хотели жестокую. Нет, это не то, что нам надо. Но здесь определенный шанс, опять же, есть. Так, мы, в принципе, можем... У нас тут, если чистое зловещее получилось, давайте еще раз попробуем. Сейчас я проверю. Может быть, я ошибся с... Так, нам нужна жестокая. Не забываем все это проверять. Ну, достаточно большой шанс, кстати. Странно, что у нас не получилось. Тут, видите, дополнительные условия, там 40%, соответственно, вероятность, и дополнительные условия, то, что биом Нейза, то есть адский мир. Вроде бы мы... понятно, да, это моя ошибка. Вот, здесь можно либо скромного, либо развитого трутня использовать, либо тропического. Давайте так скромного туда подкинем лучше. Так. Значит, возьмем сейчас скромного трутня. И должно у нас все получиться. Вот так вот. Так, давайте проверять, что здесь получилось. Так, древний мы смешивали с адским. Мы ожидаем получить ненавистную. Давайте проверять. О, пожалуйста, вот она ненавистная. Тут появилась в пассивном гене. Тут у нас эти, вот тоже ненавистные. Все. Опять же получаем здесь вот ненавистную. А дальше берем, соответственно, вот эту ненавистную и смешиваем с адским, с адской принцессой. Так, давайте пока проверим, что здесь у нас получается. Ждем. Так. Получилось бережливое, что интересно. Вот это не очень хорошо, на самом деле. Ну жестоко у нас тоже получилось, но вот плохо, что, видимо, где-то пересекается вот эта селекция. То есть у нас еще есть шанс получить бережливую. Из такой вот комбинации, которую я показал. То есть зловещая плюс скромная. Поэтому, может быть, лучше другой какой-то вариант использовать. Типа, например, с развитым, скрестить и так далее. Но, тем не менее, мы получили жестокий трутень, если что. Пожалуйста. Все, значит, жестоко мы тоже вывели, зловещую мы вывели. Так. Чего-то нам еще нужно. Злопамятная. Да, нам еще злопамятная в конечном итоге нужна. Давайте посмотрим, что здесь получается у нас. О, здесь уже злопамятная получилась. Все, вот она и злопамятная у нас вылезла. Тоже питается наростом нижнего мира. Ну, почти все пчелы из этого, которые вот получается в адском мире, они питаются наростом. Здесь я просто использовал, соответственно, скромно, поэтому у меня кактус стоит. Итак, у нас получилось, здесь уже получилось злопамятное, здесь мы получили, здесь мы получаем, мы еще, не скрещивали, давайте скрестим тоже, зловещую с жестокой. Здесь мы получили зловещую, здесь жестокую. Сейчас мы их скрестим. Так, и тоже посмотрим, что у нас выйдет.
Вот показаны, соответственно, условия, которые здесь у нас. Очень жарко. Так, одержимая, жестокая. Значит, ну вот мы как раз и ожидали получить одержимую. Все, у нас есть одержимая. Вот здесь мы ее получили. У нас есть здесь злопамятная, да, по этой ветке получили. И, наконец, вот это злопамятную мы содержимое смешиваем, желательно чистые, чтобы в итоге получить иссушающую пчелку. Давайте попробуем. Тоже, соответственно, запитываем адским наростом. Причем еще раз обращаю внимание, не обязательно именно одержимую матку и злопамятного трутня. Можно наоборот, безразлично. Так, давайте проверять наших пчелок. О, пожалуйста, вот она иссушающая у нас появилась в пассивном гене. Вот иссушающая. Еще есть у нас. Тут злопамятная. Все, вот этих двух трутней берем и дальше перемешиваем. Вот. Можно им там топ-ген задать. В итоге получаем иссушающую пчелу, а из которой мы в итоге можем получать такие вот звезды ада. То есть, черепа, а из них, соответственно, звезды ада. Все, вот я вам продемонстрировал, как выводится, собственно, иссушающая пчела. Если вам было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы новое видео не пропускать. Рекомендуйте видео друзьям. В комментариях пишите свои замечания. Жду вас в следующих видео. Пока!